Здравствуйте, друзья! Почему в СССР республики назывались советскими? Советский Союз стал важнейшей частью истории, причем не только нашей страны, но и всего мира. О нем продолжают помнить и говорить даже спустя 30 лет после распада государства. Как был устроен СССР и почему каждая республика в его составе носила название советской? Союз Советских Социалистических Республик образовался 30 декабря 1922 года. Это произошло во время проведения Первого Всесоюзного съезда Советов, на котором присутствовали делегации от 4 республик – Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской. Участники подписали договор об образовании СССР днем ранее на конференции, однако утвержден он был именно 30 декабря. Фактически власть в Советском Союзе была сосредоточена в руках руководителей коммунистической партии. Ее функционирование регулировалось специальным уставом. Формально все виды власти – законодательную, судебную и исполнительную – представляла диктатура пролетариата, которая отстаивала интересы рабочего класса. В целом Конституция СССР менялась трижды – в 1924, 1936 и 1977 годах. Последний вариант еще имел в дальнейшем несколько редакций. Вместе с принятием новой Конституции менялась и система государственного управления Союза СССР. Например, сперва высшим органом государственной власти считался Всесоюзный съезд Советов, затем Верховный Совет СССР и, наконец, Съезд народных депутатов СССР, вплоть до распада государства. Понятие «глава государства» не использовалось, так как устройство и форма правления не предполагали, что власть над всей страной может быть сосредоточена в руках одного человека. Вместо этого существовало высшее должностное лицо, например, председатель Президиума Центрального исполнительного комитета СССР до 1938 года, а во главе правительства находился председатель Совета народных комиссаров до 1946 года. Все это было формально, а в действительности руководителем являлся генеральный секретарь ЦК КПСС. Он радел о народе. В то время как сейчас нынешние руководители радеют только о власти капитала и их доходах. Интересный факт: в разные периоды количество республик в составе СССР менялось от 4 до 16. Первые 4 образовали Советский Союз в 1922 году. 16-й республикой некоторое время считалась Карело-Финская ССР, пока в 1956 она не была возвращена в состав РСФСР под названием Карельской АССР. Советская республика представляет собой разновидность государства с республиканской формой правления. Слово «советское» происходит от названия специальных представительных органов – советов. Совет – это орган народной власти коллегиального типа, который избирается населением на установленный срок, а также представляет его интересы на различных собраниях, съездах и тому подобное. Само понятие «совет» в данном контексте обозначает не рекомендацию или наставление, а совместное решение различных вопросов и обсуждения. Вот именно так и должна работать власть, а не так, как сейчас. Изначально советы возникали в качестве органов управления забастовками рабочих. Первым, наиболее известным в России стал Совет уполномоченных, созданный в 1905 году. Его главной задачей было представительство рабочего класса. Затем появлялось все больше и больше таких органов. В 1917 году Владимир Ленин выдвинул идею наделить советы полной властью. Тем самым они бы превратились в новый тип государства, что в итоге и получилось. Вся власть была отдана советам, то есть народу. Появились различные по уровню съезды советов, на которых назначались исполнительные комитеты для решения любых вопросов в период между съездами. Некоторые специалисты сейчас настаивают на том, что реальной власти советы не имели, поскольку все решения принимались партийными комитетами. Но мы-то знаем, как было на самом деле. Мы же жили в СССР. Автор статьи Вадим Хромов. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.